Добрый день, с нами Алексей Белов, коммерческий директор контакт-центра «Открытая линия», и тема нашей сегодняшней встречи – удаленные операторы, преимущества и недостатки. Добрый день. Алексей, скажите, пожалуйста, какая связь между удаленными операторами и нынешней ситуацией эпидемии? Я могу сказать, связь очень прямая, потому что в нынешней ситуации надомные операторы, они начинают пользоваться все больше и больше популярностью. Поскольку мы знаем, что вводятся ограничения работы в офисе, да, то компании вынуждены переводить своих сотрудников на дом. И поэтому не только текущие сотрудники компании, но также огромное количество людей, которые остаются без работы, так или по тем или иным причинам, они имеют возможность устроиться на работу удаленно. И работа надомным оператором одна из, наверное, сейчас достаточно востребованных таких вакансий, куда поступает очень много заявок от кандидатов. А какие сферы могут использовать труд удаленного надомного оператора? Преимущественно надомных операторов используют те компании, которые в своей текущей деятельности уже использовали колл-центр. Это мог быть in-house колл-центр или аутсорсинг колл-центр. Это компании, куда уже осуществлялось достаточно большое количество звонков. Помимо обычной работы оператора, также удаленную работу на телефоне из дома могут выполнять менеджеры, которые обслуживают клиентов. Абсолютно разного рода работа, может быть и не только на телефоне, но телефон – это основная такая среда для общения с клиентом. Поэтому интернет-магазины, конечно же, ритейлеры различного рода, интернет-агрегаторы, сервисы, интернет-провайдеры и достаточно много офлайновых сервисов, у которых много звонков. Могли бы вы рассказать, как организовать работу удаленного оператора? Прежде всего, чтобы организовать работу удаленного оператора, надо его найти. То есть, если вы переводите человека из штата, это понятно. Просто организуйте ему рабочее место дома, оно должно соответствовать определенным техническим параметрам, о которых мы поговорим позднее. А если это человек со стороны, то, соответственно, вам надо его найти. То есть вам надо сделать найм, да, найти человека, проверить наличие у него технических параметров, и таким образом у вас будет потенциальный сотрудник, удаленный надомный оператор. А как можно контролировать работу этого человека? Прежде всего мы используем технологии. Это программное обеспечение, которое устанавливается на рабочем месте оператора. Это те среды, в которых он работает. Они позволяют, с другой стороны, работодателю выполнять удаленный контроль. То есть мы можем прослушивать звонки, можем смотреть за параметрами качества, которые оператор выполняет или не выполняет. Можем вносить коррективы в его работу, вносить коррективы в звонки. Можем прописывать его мотивацию в этих средах. Но помимо этого, безусловно, это еще и работа человека со стороны работодателя отдельного, который контролирует на ежедневной основе эту работу оператора. Он помогает оператору подготовиться, обучением занимается оператора, повышением его квалификации, прослушкой его звонков, внесением корректив, соответственно, если где-то оператор не дорабатывает. То есть вот эта связка человек и программное обеспечение, она позволяет достаточно качественно контролировать работу надомных операторов. Вы уже затронули этот аспект немножко, и все же, какими должны быть технические требования к надомному оператору? Прежде всего, чтобы обеспечить работу человека на дому и на телефоне, нам необходим интернет. И интернет должен быть стабильный. То есть желательно широкополосный интернет дома – это первое и необходимое условие. Второе условие – это наличие компьютера, рабочего места, на котором будет работать надомный оператор. С определенными тоже техническими параметрами, то есть это должен быть достаточно свежий компьютер или ноутбук, который позволит организовать удаленное рабочее место, которое будет поддерживать некий программный комплекс, который будет развернут на этом компьютере. В основном это требования по оперативной памяти и производительности процессора. То есть в зависимости от работодателя и его программного продукта требования могут меняться.
Но мы рекомендуем в целом от 10 мегабит в секунду интернета и от 4-8 мегабайт оперативной памяти. И наличие операционной системы Windows. Вот это такой минимальный пакет, то, что делаем мы. У других компаний могут быть немного другие требования. Спасибо. А какие выгоды и недостатки от использования надомных операторов вы могли бы перечислить? Давайте начнем с выгод. Выгоды, они очевидны, они экономические. Это раз. То есть вам не надо платить за рабочее место, за аренду прежде всего. Да? То есть очень дорогая, часто, особенно в крупных городах, аренда очень высокая. И чтобы посадить небольшую группу операторов, она целый зал снимать, комнату, а если это большой колл-центр, то там и может и отдельное помещение, и здание в некоторых случаях. Вот, поэтому аренда отсутствует, соответственно, вместе с арендой отсутствуют и коммунальные платежи за электричество, уборку, воду, за все остальное. Много административных платежей отсутствует, потому что когда люди находятся в офисе, они пьют водичку, используют бумагу, используют какие-то другие канцелярские расходные материалы. При работе из дома эти расходы ниже, как минимум ниже. Вы можете снабжать своего сотрудника какими-то канцелярскими вещами, но в любом случае это ниже расходы. И немаловажно также, что административный штат, который в офисе поддерживает работу операторов, он тоже существует, ему тоже надо платить деньги. Соответственно, когда сотрудник на дому, некая нагрузка на административный аппарат, она тоже уменьшается, и вы тоже меньше платите денег. Но, может быть, даже не менее важное преимущество – это то, что вы колоссально расширяете, вы как работодатель расширяете рынок труда. Когда вы находитесь в конкретном городе и хотите найти сотрудников к себе на работу именно в этом городе, у вас всегда есть конкуренция из таких же компаний, как и вы, которые на этого работодателя, на этого сотрудника претендуют. И поэтому рынок поиска у вас сужается. То есть вы должны действовать быстро, особенно если ваша ставка оплаты труда не очень высокая, вы должны действовать быстро и решительно, а при этом возможны ошибки. А ошибки – это деньги. То есть вот эта цикличность, это связанная вещь, поэтому всегда теряете деньги вот на этой истории. Когда вы используете надомных операторов, вы не связаны, не зависите ни от какого города. Вы можете нанимать сотрудника русскоговорящего или англоговорящего или на другом языке говорящего, вне зависимости от города его проживания. У вас огромная воронка кандидатов расширяется во много раз. И при этом аппетиты сотрудника по заработной плате тоже снижаются. Потому что, понятно, если вы работаете в Москве или других городах, миллионниках, уровень заработных плат гораздо выше, чем в регионах. Вы можете найти достаточно квалифицированного человека, с которым вы поработаете, обучите его, и он будет работать прекрасно на дому, и платить вы ему будете в 2 раза меньше. Поэтому вот выгоды, они таковы. Недостатки, конечно, тоже есть. Прежде всего, это если ваша компания особенно относится к качеству звука, к качеству непосредственно тишины, качеству передачи сигнала, чтобы в телефоне клиент слышал голос высокого качества, понятно, что тут могут быть некоторые нюансы. Да, если параметры так или иначе не совсем соответствуют у домашнего оператора тем, которые вы предъявляете, качество звука голоса может страдать. Понятно, могут быть какие-то посторонние. Если человек работает из квартиры, наличие тихого помещения обязательно. Если у кого-то этого нет возможности, или нет гарнитуры соответствующей профессиональной, которая с шумоподавлением имеет, есть риски, что будут какие-то посторонние звуки. Не всем это так важно, да, и нет смысла иногда за это переплачивать. Но есть компании, которым очень важно, да, у них очень высокие требования к качеству, и для них это будет недостатком, надомные операторы. Поэтому, помимо этого, все-таки дисциплина. Да, то есть дисциплина, когда человек ходит на работу, в офис постоянно, на регулярной основе, это дисциплинирует сотрудника. И в этом отношении тоже есть определенные моменты. Дома ты не можешь контролировать сотрудника целый день. Да, ты можешь смотреть, ты можешь его контролировать, когда он находится в твоем программном обеспечении, когда он работает. Но понятно, что ты можешь его штрафовать, так же, как и в офисе, накладывать какие-то ограничения, но дисциплина, некие наши привычки, они, когда сотрудник работает в офисе, они более
повышают качество, некие организационные параметры повышают. Поэтому, вот, наверное, из недостатков это вот эти моменты. Скажите, а как создать удаленное рабочее место оператора? Два варианта. В принципе, можно сделать это самим. Если вы компания, вы хотите перевести сотрудников на дом, вам необходимо организовать рабочую группу. Рабочая группа, куда обязательно войдет IT-специалист, куда войдет специалист по обучению сотрудников, да, ваших, все равно немножечко надо будет откорректировать, видимо, работу. Но в основном это IT-работа. Также вопрос с наймом, он в любом случае возникает. Даже если у вас есть сотрудники, текучка, она никуда не пропадет. Сотрудники могут уволиться, сотрудники могут заболеть, необходим резерв, то есть необходим в этой рабочей группе, помимо IT-обучения, необходимый специалист по найму. Который будет постоянно работать с притоком и оттоком твоих сотрудников. Если таких ресурсов у вас нет, или вы формируете колл-центр с удаленными надомными операторами в первый раз, то вы можете привлечь специализированную организацию. Колл-центр, другую какую-то специализированную организацию, которая позволит вам нанимать людей на постоянной основе, нанимать их, увольнять их, обучать их, настраивать им рабочие места, проверять эти технические параметры соответствия. То есть компания, которая за вас будет делать всю эту работу. Поэтому тут уже вы, как предприниматель, вы решаете, как вам удобнее. Есть у вас эти ресурсы, можете делать это сами. Нет у вас этих ресурсов, наймите компанию, заплатите ей за конкретную услугу разово или на постоянной ежемесячной основе, чтобы она контролировала работу этих людей, а вы получали лишь тот результат, который вы хотите. И пропишите это в договоре. С вашей точки зрения, какие перспективы развития у рынка надомных операторов? Я считаю, что вне зависимости от текущей ситуации эпидемии, рынок удаленных надомных операторов – это растущий рынок, потому что у нас постепенно с внедрением современных цифровых технологий, с распространением повсеместным широкополосного доступа к интернету, возможности работы из любого уголка мира, я даже не говорю страны, мира, они расширяются очень большими темпами. И эта тенденция, она никуда не денется. Происходит децентрализация рынка труда, и работодатель получает гораздо большие возможности к найму квалифицированных специалистов за меньшие деньги. Поэтому, а также специалисты получают возможность трудоустройства, находясь в маленьких городах, в провинциях, трудоустраиваться к качественному, стабильному работодателю, потому что у специалистов ведь другая проблема. Найти у себя в маленьком городе работодателя, который будет вовремя платить зарплату, который будет выполнять свои обязательства по трудовому договору. Это тоже большая проблема. Поэтому проблема решается с обоих сторон. И я считаю, что когда это win-win, получается, что и работодатель, и сотрудник выигрывают. Поэтому с развитием современных технологий эта тенденция будет приводить только к росту и увеличению этого рынка. Поэтому я считаю, что тенденции, они очень положительные здесь. Спасибо за интервью. С нами был Алексей Белов, коммерческий директор контакт-центра «Открытая линия». Спасибо вам. Увидимся в следующий раз.